Варенье из желтой черешни любите? Тогда ставьте вариться сироп. На каждый килограмм черешни понадобится 1 килограмм сахара. В килограмм сахара добавьте 200 мл воды. А в 200 мл воды щепотку лимонной кислоты. Сироп следует нагреть до 107-108 градусов. Понадобится термометр, либо очень большой опыт. Сироп должен покипеть 45 минут. Тогда под воздействием лимонной кислоты сахароза превратится в глюкозу и фруктозу. Мало того, что эти сахара менее приторные, так они еще и не засахариваются, всегда остаются жидкими. Во время приготовления сироп необходимо помешивать. Следить, чтобы он нигде не загустел, не засахарился прежде времени, а кто-то другой должен успеть перебрать, помыть и очистить черешню от косточек. Черешню заливают готовым горячим сиропом. Очень важно, чтобы слой черешни и сиропа в кастрюле составлял не более 10-12 сантиметров. Если у вас будет больше черешни, то необходимо брать более широкую кастрюлю, а не более высокую и более глубокую. На среднем огне черешню необходимо довести до кипения. Важно, чтобы полости в ягодах, оставшиеся от косточек, заполнились сиропом. За это время черешня выпустит довольно много сока. На поверхности сиропа образуется пена, которую следует убрать, но не выбрасывать. Разве ваша бабушка не варила варенье? Разве вы не стояли и не просили: бабушка, когда же будет пенка? Да, лакомство из детства повкуснее иного мороженого. Но пену необходимо убирать, потому что нам нужен абсолютно чистый, прекрасный сироп, а во-вторых, в пене содержится воздух. Чтобы баночка с вареньем сохранилась на зиму, в ней не должно быть много кислорода, должно быть достаточное количество сахара, который работает как консервант, и предельно минимальное количество влаги. Поэтому, если из ягод удалены косточки, то варенье достаточно проварить один раз, дать ему прокипеть примерно 5 минут после того, как вы сняли пену. И все, можно разливать по стерилизованным баночкам. Кстати, небольшие полулитровые банки очень удобно стерилизовать в микроволновой печи. Поставьте влажные баночки в печь и включите печь на полную мощность минут на 10. Но не из всех ягод возможно удалить косточки. Например, в кизиле косточки имеют продолговатую форму, и удалить их довольно большая проблема. Поэтому варенье из кизила готовят вместе с косточками. Но я предлагаю отсортировать переспелые ягоды кизила от недозрелых. Отличное варенье получается даже из недозрелых ягод, а ягоды переспелые мы оставим для соуса к мясу. Любые варенья из ягод с косточками готовятся по иной схеме. Расскажу на примере кизила. Во-первых, ягоды необходимо как следует помыть. Предварительно готовить сироп не надо, но пропорции сахара и ягод сохраняются те же самые. На килограмм ягод 1 килограмм сахара. Лимонную кислоту добавлять не надо, потому что в кизиле кислоты вполне достаточно. Прямо в сахар наливаем воду. 200 мл воды на каждый килограмм сахара. И теперь включаем нагрев. Этого количества воды вполне достаточно, чтобы сахар растворился. Надо всего лишь навсего подождать. Напоминаю, что варенье следует варить либо в широких кастрюлях, либо даже в тазиках. Чем больше площадь поверхности, тем лучше. Слишком часто перемешивать ягоды и сахар не надо, но уж если перемешиваете, то непременно деревянной лопаткой. Необходимо дождаться появления пены, а пену убрать начисто. Напоминаю, пена мешает сохранению варенья в течение зимы. При варке кизилового варенья пены образуется несколько больше.
Если снять первую пену и еще немного подождать, то пена образуется еще раз. Всю пену необходимо убрать начисто. Принципиальное отличие приготовления варенья из ягод с косточками состоит в том, что после первого отваривания варенью дают полностью остыть. Обычно на это уходит 8-10 часов, но когда варенье остывает, из него продолжает испаряться лишняя влага. Напоминаю, что суть приготовления варенья состоит в том, чтобы повысить концентрацию сахара и уменьшить содержание влаги. Варенье с косточками кипятят 3 раза. На втором и третьем этапе варенье достаточно кипятить по 5 минут. Когда после третьего этапа варенье остынет примерно градусов до 70-80, ну так, чтобы стеклянная банка не лопнула, разливайте его по банкам и закрывайте крышками. В Азербайджане готовят десятки, если не сотни видов варенья. Из всех ягод, из всех фруктов и даже из грецких орехов, из недозрелого миндаля, из арбузных корок, лепестков розы и даже из маслин, из оливок. И это удивительно вкусные варенья. Любое чаепитие в Азербайджане превращается в настоящий праздник. Природа щедро одарила азербайджанскую землю, а люди всего лишь навсего научились все это сохранять и радовать сладкими заготовками гостей Азербайджана. Но фруктов и ягод в Азербайджане растет так много, что их приходится использовать даже к мясу, рыбе, курятине, одним словом, к блюдам, приготовленным на огне. Сейчас я покажу, как приготовить соус к мясу из кизыла. На 2 килограмма очень спелых ягод следует добавить 2 чайные ложки соли и всего лишь 100 мл воды, чтобы образовался пар под крышкой. Казан либо тяжелую кастрюлю накрывают и ставят на медленный огонь минут на 25. Посмотрите, сколько сока выпустил кизил. Когда убедитесь, что все ягоды распарены и почти что каждая ягода треснула, берите в руки толкушку для приготовления пюре. Да, из ягод и выпущенного сока следует приготовить пюре. Все очень просто. Точно так же, как поступают с картошкой, например. Но в отличие от картофельного пюре, пюре из кизила пока что содержит в себе и шкурки, и косточки, которые, разумеется, необходимо удалить. Возьмите сито и тщательно протрите пюре. К сожалению, из-за того, что в пюре содержатся довольно жесткие, неудобной формы косточки, это пюре не получится пропустить через какие-либо электрические машины. А так все получилось бы гораздо быстрее. Однако жмых, оставшийся после изготовления пюре, ни в коем случае не выбрасывайте. Залейте его водой, вскипятите, добавьте сахара по вкусу, и у вас получится великолепный, очень вкусный компот. А чистое пюре следует вернуть обратно в тяжелую кастрюлю либо в казан и поставить кипятить на очень маленьком огне, часто помешивая, чтобы испарить из него лишнюю влагу. В соседней Грузии к подобным соусам добавляют чеснок, всевозможные специи. В Азербайджане предпочитают чистые вкусы. Есть соус кизиловый, есть айвовый, есть сливовый, гранатовый, какие угодно, на любой вкус. А если разлить такой соус на чистой пищевой пленке и дать ему высохнуть, то образуется лавашана. Чудесная заготовка, которая не портится даже без холодильника по много месяцев. Ее потом нарвешь кусочками, размочишь водой. И вот он, готовый соус. Но можно соус сохранить и в банках. Лучше бы, конечно, в холодильнике. Ведь в нем нет никаких консервантов. Это чистое ягодное пюре. Дорогие друзья, первоначально
известность, так сказать, в Москве и ее окрестностях я получил не благодаря своим телепередачам, не благодаря снятым мною видео. Нет. Первоначально известность ко мне пришла, потому что я начал писать книги по кулинарии. Одна из самых любимых, одна из самых дорогих мне книг, книга, которая называется «Счастье кулинара». Кто кулинар? Я и вы. Чье счастье? Мое и ваше. Я в этой книге рассказываю немного о себе, об истории нашей семьи. Я рассказываю, откуда я такой, вообще говоря, взялся. Первая глава называется «Детство». Эта фотография – это мои папа и мама. И о том, что готовили в тот день, когда я родился. О том, что я любил, когда был маленьким. Например, любил вареники с вишней. А вы любите? Я расскажу вам некоторые секреты о варениках с вишней, которых вы не знали. Расскажу секреты о таком простом блюде, как галушки. Любите галушки? Я с детства очень люблю галушки. Наверное, мне привили их моя прабабушка. Вот она. Прадедушка, к сожалению, погиб задолго до моего рождения. А вот это моя бабушка, это ее сестры, ее младшие братья. Никого не осталось с этой фотографией. Осталась только память о них благодаря тем блюдам, которые я полюбил с детства и готовлю. Память об этих блюдах я излагаю в этой книге. Вот, например, беляши. Очень люблю беляши и снимал их и на видео, снимал фотографии вот для книги. Вот здесь есть QR-код. Наводите свой смартфон, либо планшет и попадаете в видеоролик. То есть и здесь-то все очень подробно написано, на каждый абзац по фотографии. Как делать то, как делать это. Но еще и QR-код, который рассказывает обо всем более чем подробно. Видео. Вы видите все своими глазами. Большинство рецептов имеют QR-коды, приводящие на видео. Еда, которую я люблю с самого детства, еще раз. Например, как это назвать? Щи либо борщ с щавелем, зеленый, летний. Мама готовила его ранней весной, распахивала окна на веранде. Я ел тарелку, потом еще одну, потом еще и просил добавку. Чак-чак. Потому что чак-чак и я, и моя семья любят. Куриная лапша, котлеты. Вот блюдо моей молодости, которые мы начали готовить уже с моей супругой. Да? Мы же кормили своих детей, угощали друзей. Колбасы, какие-то салаты, маринованные, фаршированные баклажаны, капуста квашеная, потому что мы не обходимся без заготовок. Мы каждый год консервируем огурцы. Делаем малосольные, делаем консервированные. Мы каждый год консервируем помидоры. Вот о том, как сделать помидоры. Вот как законсервировать помидоры. Томаты в собственном соку, томаты просто в маринаде. Огурцы в томатном соке пробовали законсервированные? Это очень вкусно. Знаете, ко мне в гости приходят разные люди. Многие из них считают себя гурманами, объездили весь мир, попробовали еду во многих ресторанах. Но когда они уходят, они говорят, а можно нам с собой баночку огурчиков? Кто-то говорит, нет, а мне баночку помидоров. А кто-то говорит, а мне баночку соленой вишни. Потому что бывает и такое. И варенье мы всегда готовим сами, хоть сейчас-то можно купить все готовое. И про то, как сделать домашнее мороженое, очень вкусное. Пирог мазурка. Есть у нас на канале в Ютубе торт Наполеон. Кто не любит торт Наполеон? Все готовят торт Наполеон. И очень многие его любят. Но я расскажу вам такие секреты, которые позволят вывести ваш торт Наполеон на новый уровень. Блюда, с которыми я познакомился уже будучи в зрелом возрасте, из книг, из общения с другими людьми. Например, фаршированная рыба по-еврейски. Гефилте фиш. Хорошо бы взять щуку, хорошо бы взять пару карпов, вытащить из них все кости, снять шкуру и зафаршировать. Пишут мне некоторые люди еврейской национальности. Говорят, Сталик, я приготовил по вашему рецепту. Здесь несколько блюд из еврейской кухни. Я приготовил по вашему рецепту. И, наконец-то, я получил тот вкус, который я помню
еще от бабушки. Бабушкины руки так готовили. И по вашему рецепту у меня получилось точно так же. Но не только еврейская, вот это и арабская, вот, например, хумбус. Французская кухня, то, что я очень люблю, суп раковый, биск. О том, как подать бульон, о том, как приготовить какие-то салаты. Вот корейский салат веча, корейский салат морковча, тот огурцы битые по-китайски, паштеты, рыба по-японски. Какие-то мои авторские рецепты. Пицца? А почему не пицца? Вот я не знаю, кто-то ходит, там, покупает пиццу в магазине, в кафе. Попробуйте сами, от начала и до конца. Ведь процесс приготовления еды служит нам не только для того, чтобы мы поели, но еще и для того, чтобы мы правильно, очень хорошо провели время. Для того, чтобы мы научили наших детей чему-то хорошему. Слово «каша» любите? Вот я очень люблю. Поэтому приготовил рисовую кашу, которую не стыдно подать в любом ресторане. Я такую кашу на Пасху готовлю. Ставлю на стол. Это сказочно вкусно. Это сладкая десертная каша. Сказочно вкусная каша. Какие-то кондитерские изделия, тарт-татен, например. Известная французская штука такая, с яблоками. Мало у кого получается хорошо. Я вам скажу, даже я куда-то захожу в рестораны, в кафе, в Париже пробую, и понимаю, что не у всех так хорошо, как может получиться у нас. Ну и во всех остальных моих книгах написано про плов, а в этой книге написано только про один плов, но зато про тот, которым угощали последнего бухарского эмира Сеида Алимхана. Попробуйте такой плов, и другие кушать не захотите. А если вы хотите купить такую книгу, то вам надо отправиться на мой сайт stalik.ru. Там расположен мой интернет-магазин. Там можно купить все мои книги. Можно купить их с автографом для поздравления, в качестве подарка друзьям, знакомым, родным. Себе любимому, почему бы и нет. И вам книгу отправят в любой город России, в большинство стран СНГ и в любой город, докуда дойдет почта из ближайшего Подмосковья. Это был Сталик Ханкишиев с благодарностью к вам, с пожеланием большого кулинарного счастья. Желаю больших успехов.